у мене в грудях серце б'ється рівно. Султане, цісарю, королю, царю, ваш гнів до віку не злякає, и ваші милості мене не куплять. Из этого небольшого отрывка из драмы Пантелеймона Кулеша «Байда, князь Вишневецкий» перед нами предстает вольнолюбивый, православный украинский князь, уроженец Волыни Дмитрий Иванович Карибут-Вишневецкий. С именем этого человека современная историография связывает образование национальной государственности и считает его основателем нынешней Украины. Знаменитый защитник православной веры, христолюбивый воин, любимый вождь казаков, воспетый в украинских песнях и думах, он был грозой крымских татар и турок. Именно Вишневецкому суждено было, так считает большинство историков, стать первым гетманом в Украине и основателем Запорожской сечи. Занимательно происхождение прозвища князя – Байда. По словарю Бориса Гринченко Байда означает «беспечный человек», каким, собственно, Байда и являлся. В начале 16 века православные украинские крестьяне, страдавшие от гнета, притеснений магнатов, старост и урядников, экспансионистской политики католической церкви, пытались любым путем вырваться из надднепрянских побужских земель и начали оседать в степях. Их называли казаками. Последняя попытка украинских и белорусских православных магнатов и князей добиться равных прав с католиками, это восстание под руководством Свидригайла Альгердовича, потерпело поражение еще в 30-е годы 15 века. Наконец, спустя 100 лет из рядов православных вельмож выходит на широкую политическую арену князь Дмитрий Вишневецкий. Согласно последним исследованиям историков, год рождения Дмитрия Вишневецкого 1517. Называется даже дата 8 ноября. Именно в этот день почитается память святого великомученика Дмитрия Солунского. Родился Дмитрий Вишневецкий в православной семье. Род он свой вел от Карибута Дмитрия, сына великого князя литовского Альгерда Гедеминовича. Интересен тот факт, что князь Дмитрий Вишневецкий из рода Рюриковичей и приходился родственникам, причем по двум линиям, одна из которых кровная своему известному современнику, царю Иоанну IV Грозному. Кровное родство князя с Иваном Грозным начинается с его бабушки по матери, урожденной княжны Марии Ивановны Острожской, родной сестры знаменитых братьев Константина и Михаила Острожских. Правнук Карибута Дмитрия Салтан основал замок Вишневец и первым стал называть себя князем Карибут-Вишневецким. У брата Салтана Василия был сын Михаил, который и стал родоначальником князей Вишневецких, а уже Дмитрий Иванович был его внуком. Михаил Грушевський писал: «Рід княжат Вишневецьких був галузою, старшою лінією князів Забразьких, потомків князя Федька Несвицького, славного героя повстання українського панства під прапором Свидригайла. Це був багатий княжий рід, якого гніздом була полуднево-західна Волинь, Кременеччина. А два близько положених містечка Збараж і Вишневець дали імення двом княжим лініям свого роду». Нападение крымских татар на украинские земли, особенно после того, как киханы из династии Гиреев в 1480 году стали вассалами Отоманской империи, были все более и более настойчивыми и опустошительными. Православные украинцы буквально заполонили невольнические рынки Кафы, Трапезунда и Стамбула. Речь Посполита была бессильна противостоять ордам степняков, поэтому дело защиты ее южных границ было заботой в основном старост, урядников, православных шляхтичей. Особенно отличились среди них Евстафий Дашкевич и Бернат Петрович. В 512 году дед нашего героя князь Михаил Вишневецкий разгромил большую орду татар под Лопушной, а уже в конце 30-х годов 16 века его внук участвует в походах, возглавляемых Бернатом Претвичем. Князь Дмитрий Вишневецкий прославился своими подвигами во имя православия. Князья Вишневецкие, относящиеся к династии Гедеминовичей с XIV века, являлись собственниками земель близ нынешнего города Почаева на Тернопольщине, возникшего вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры как раз во времена князя Дмитрия. Князья Вишневецкие всегда благоволили этой обители, являясь ее строителями, покровителями, а князь Дмитрий был самым ревностным из них. Угнетение православного народа и нападение на украинские земли не прекращалось.
Приехав в Чигирин, князь Дмитрий Иванович Вишневецкий на свои средства основал православную церковь в Свято-Троицком Чигиринском монастыре. Об этом свидетельствует закладная плита 1542 года, найдена в 1925 году под престолом Свято-Троицкого храма. Монастырь же был построен на окраине города, вне крепостных и городских стен. С запада к нему подходили сыпучие пески, с трех других сторон окружали непроходимые болота. На протяжении 1548 и 1549 годов князь Дмитрий Вишневецкий несколько раз нападал на Очаковский замок, принадлежавший турецкому султану. И именно в те года он получает должность старосты Каневского и Черкасского. Это была очень неспокойная должность на самом переднем крае борьбы с крымскими татарами и турками. Но князь не только умело защищал украинские земли, но и положил начало наступательной, очень активной тактике в борьбе с басурманами. Фактически перенес боевые действия на территорию неприятеля. Для того, чтобы иметь надежные базы в Диком поле, Дмитрий Вишневецкий приблизительно в 1552 году на Днепровском острове Малая Хортица начинает строительство укрепления с многими деревянными конструкциями. Место расположения своеобразной базы засады вблизи кочевых крымских татар позволяло казакам контролировать передвижение татарских орд. Этот остров площадью в 16 гектаров возвышался над Днепром метров на 15. Бурные потоки реки не позволяли нападающим высаживаться на нем без препятствий. Дмитрий смог разработать систему разведки предупреждения и предотвращения не только массовых походов степняков, но и пресечения попыток грабежа пограничного населения силами малых вооруженных групп. Предложенная им система защиты порубежья эффективно просуществовала больше 2 веков, с середины 16 до последней четверти 18 столетия. Именно по Дикому полю Дмитрий Иванович Вишневецкий был хорошо знаком с Ермаком Тимофеевичем, будущим завоевателем Сибири. 2 десятилетия Ермак служил на южной границе Московского царства, возглавляя станицы, которые посылались в Дикое поле для отражения татарских набегов. Именно у авторитетнейшего для него воина-стратега Дмитрия Вишневецкого будущий завоеватель сибирских земель казак Ермак учился всем хитростям военного дела. Главной стратегической силой Ермака стали запорожские казаки. В 1556 году на этом острове казаки, которыми руководил Дмитрий Вишневецкий, наконец-то построили крепость и укрепили рядом второй остров – Томаковку. Ситуация для гиреев в Диком поле стала особенно угрожающей после того, как запорожцы сожгли их форпост Ислам-Кремень и пригород Очаково. Попытки татар в том же году захватить Хортицу были неудачными. В течение 24 дней казаки мужественно отбивали их атаки. И все же осенью 1557 года хан опять обступил Запорожскую сечь. Кроме татар в осаде участвовали турецкие янычары и вассалы султана Волохи. Ввиду отсутствия провианта Дмитрий Вишневецкий отступил к Каневу, а враги разрушили замок на Хортице. Еще в конце 1556 года князь Вишневецкий, видевший, что польский король стремится к миру с крымским ханом, высылает к московскому царю Ивану Грозному своих посланцев, предлагая свою службу. Дмитрий Байда Вишневецкий сделал для православной веры еще много больше, перейдя на службу к своему кровному родственнику, московскому царю Ивану Васильевичу, еще не успевшему к тому времени стать Грозным. Он отправился на Северный Кавказ к племенам адыгов. По указу царя Ивана Васильевича Дмитрий Вишневецкий отправляется на Северный Кавказ с миссионерской деятельностью, где также организует несколько совместных казацко-черкесских походов против турецкого Азова. Дмитрий Вишневецкий сыграл важную миссионерскую роль среди адыгских племен. После знакомства и общения с миссионером Дмитрием Байдой Вишневецким адыгские князья охотно принимали сотрудничество в духовной сфере. В 1559 году в Москву являются послы от адыгского народа с просьбой выслать на Кавказ священников для их крещения. И это исторические факты, друзья. Эти переговоры с племенами успешно провел наш герой, князь Дмитрий Байда Вишневецкий. Со стороны адыгов Мурза Черкасский Чирак.
В феврале 1560 года по указанию Ивана Грозного Вишневецкий вместе с черкесскими князьями, жившими в Москве, Иваном Буашеком и Василием Сибоком, а также с православными священниками отправились к адыгам крестить их племена. При всем этом сам князь Байда Вишневецкий был направлен к ним не как царский наместник, а как правитель. Фактически в XVI веке он повторяет подвиг святого равноапостольного князя Владимира, совершенный им за 5,5 веков до этого. Это также могло служить основанием для его канонизации в качестве православного святого. Дмитрий Вишневецкий был одарен царем Иоанном Грозным подмосковными вотчинами. Основал на Дону в память о днепровском городе Черкасы, в котором был старостой, град Черкасский, переименованный в столицу Старочеркасская после основания Новочеркасска, столица Донского казачества. В 1559 году весной князь появляется с 5000 казаков и стрельцов на Дону. По планам Москвы он должен был через Азов ворваться в Крым. Положение для хана было угрожающим. Страшный голод охватил весь Крым. Но царь Иван Грозный к делам крымским охладел, и в ближайшие годы он все больше внимания уделял удержанию завоеванных им ханств Казанского и Астраханского. К тому же Ливонская война в 1558 году-1583 году с каждым месяцем отнимала все больше сил. Соседи Московии, Речь Посполита, Швеция и Дания совсем не желали утверждения московитов на берегах Балтики. Князь остался фактически в одиночестве. И после этого он покидает московского царя Ивана Грозного и возвращается в Украину. Иван Грозный сожалеет, что такой удалой воин его оставил. В 1563 году Дмитрий Байда Вишневецкий ввязался в междоусобную войну на территории современной Молдавии, находившейся тогда под властью Османской империи, поскольку имел династические права на молдавский престол. Он был захвачен в плен одной из противоборствующих партий и выдан султану Сулейману I Кануни, который предложил ему должность правителя всех османских владений в Северном Причерноморье в обмен на переход в ислам и женитьбу на одной из дочерей султана. Князь Дмитрий Вишневецкий отверг это предложение, за что был подвергнут страшной и мучительной казни. «Твоя царю Вира проклятая, твоя царевночка поганая». Именно такими были слова из народной баллады про Байду Вишневецкого. Казнь казацкого вожака в Стамбуле превратилась в ужасную кровавую расправу. 22 октября 1563 года князь Дмитрий вместе со своим адъютантом паном Яном в крещении Иваном Песецким был подвешен за ребро за Мясницкий крюк и сброшен вниз с крепостной башни в порту Галата. Согласный скорее принять мученическую смерть, чем ислам, князь смело ругал султана и его магометянскую веру. В таком положении провисел Байда 3 дня и все не умолкал, ругая врагов Церкви Христовой. В польской хронике написано: «Был он жив до 3-го дня, после чего турки застрелили его из лука за то, что он проклинал их Магомета». Его сподвижник пан Песоцкий, напротив, скончался быстро, поскольку, падая с башни, он подвис на крюке вверх ногами, и кровь, прилив к голове, вызвала скорую смерть. Хроника литовская и жмаитская описывают экзекуцию довольно-таки подробно и натуралистично. Этот трагичный конец любимого украинским народом защитника свободы и православной веры воспет в многочисленных преданиях и легендах, в народных песнях и балладах. «Ой, як крикнув цар на свої гайдуки, візьміть Байду добре в руки, візьміть Байду і зв'яжіте, та й за гак ребром зачепіте. Ой, висить Байда, та й не день, не два, та й не одну нічку, та й не годиночку». Сложно в нескольких предложениях проанализировать и охарактеризовать все то влияние, которое князь Дмитрий Вишневецкий оказал на исторические судьбы народов Восточной Европы в середине XVI века. Он был первым, кто смог в полном объеме воплотить в жизнь тактику так называемой наступательной партизанской войны, способной сдерживать своей эффективностью жесткие опустошительные набеги крымских татар и нагайцев на окраины Руси и польско-литовское государство. Организаторский и административный талант князя и его непреклонная воля в борьбе с мусульманской агрессией, по сути,
стали основной движущей силой начала славянско-православной колонизации земель в среднем нижнем течении Днепра. Историки всегда спорили, кем же был Дмитрий Байда-Вишневецкий, то ли литовским, то ли московским наемником, искателем приключений, как считали известный французский исследователь Шанталь Лемерсье Клеже, то ли защитником Украины от врагов. Бесспорно, он был все-таки настоящим патриотом своей родной земли, защитником православия, не предавший веру даже под страшными пытками. Погиб Дмитрий Вишневецкий не напрасно. Он, по словам Михайла Грушевського, став історичним патроном Запорізької Січі і блискучим променистим метеором прилетів через українське життя. Его преемники на Ниве Побед, в первую очередь Северин Наливайко, Самуил Кишка, Петр Конашевич Сагайдачный, Иван Сирко, Богдан Хмельницкий и многие другие великие воины шли уже по проторенным дорогам славного Байды князя Дмитрия Вишневецкого. Теперь давайте сделаем вывод, что Дмитрий Байда-Вишневецкий всегда был защитником христиан, ревнитель православия, мученик за веру Христову, крестивший целые народы. И канонизация князя Дмитрия Вишневецкого может стать первым шагом на пути нравственного выздоровления нашего народа.